Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу. Заглядывайте обязательно в плейлисты, потому что узорчиков уже очень много. Чтобы вы не запутались, они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам с разных стран, с разных континентов, с разных городов большое спасибо за вашу группу поддержки, за ваши комментарии, пожелания. Я к вам сегодня с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Новички, кто еще не работал, смотрите, Alize Gora Gold. Идем дальше. Ниточки тоненькие, получается, в 100 граммах находится 500 метров. По составу, читаем состав, здесь, получается, находится 80% акрила, 20% шерсти. И нам советуют крючок брать от 2 до 4. Я вязала данную пряжу крючком номер 3. Вот он. В принципе, меня устраивает. А вы смотрите по своей плотности. Еще не обязательно вязать такой же пряжей, таким же цветом. Вы берете свою любую пряжу. Но единственное, что читаете в аннотации, какой вам советует крючок, чтобы у вас все получилось. Итак, цвет хочу дополнительно сказать, потому что передается на камеру такой же, какой он и есть. Это получается цвет 267. То есть, кому понравится, пожалуйста. Итак, узорчик сегодня несложный. Схемки к данному узорчику у меня, к сожалению, нет. Повторяйте за руками, и у вас все получится. Так, смотрите, вот ниточка поближе. Ниточка, видите, с такими ворсинками. Поэтому, новички, не берите сразу же маленький крючок, чтобы ниточки, эти ворсиночки не цеплялись, да? Берите крючок средней толщины. И еще такой момент. Когда будете вязать, то, получается, заранее просчитывайте, какое у вас будет количество петель, какие у вас будут столбики. Потому что если вы ошибетесь, то распустить будет сложно. Возможно, но сложно. Помаетесь, да? Итак, сегодняшний узорчик, раппорт сегодняшнего узорчика будет равняться 8 петелек. Я, получается, наберу 4 раппорта и дополнительно наберу еще 5 петелек, чтобы узорчик красиво закончился. То есть, а вы набираете, сколько вам необходимо, больше или меньше. Получается, я набирать буду 37 воздушных петелек. Итак, все как всегда. Вначале у нас петелька фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот наш будущий образец. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Внимательно. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом получился. И теперь наша с вами задача в каждую петельку цепочки вот так вот ныряем и провязываем столбик с накидом. Это несложно, немножко монотонно. Первый ряд набирается все время чуть дольше, чем все остальные. И продолжайте вот так вот провязывать столбиками с накидом. Контролируйте себя. Я набрала 37 воздушных петелек, значит должно получиться 37 столбиков. Если вы набрали больше или меньше, то есть у вас должно количество петелек соответствовать количеству столбиков. Несложно. Смотрите, вот эти 3 петельки подъема, которые мы провязали в самом начале, это тоже имитация столбика с накидом. Мы его тоже считаем. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте вместе до конца ряда. Да? В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш ряд готов из столбиков с накидом. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же ныряем опять в этот же столбик и провязываем столбик без накида. Есть. Далее еще таких же 2 столбика провязываем столбиками без накида. И у нас по итогу получается 3 столбика без накида. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й столбик нырнули, вытянули ниточку и подтянули. Вот так вот не провязываем. Держим на крючке. 1. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3, 4, 5. Вы можете делать 3 раза так. Вы можете 4, 5, 6, 7, 10, 12, сколько угодно раз. Да? Это получается у нас будет пышный столбик. Провязали все вместе до 2 петелек. 2 петельки оставили на крючке. Теперь их провязали вместе. Вот наш пышный столбик получился.
Чем больше вы делаете петелек и чем больше делаете накидов, тем больше пышнее столбик, он эффектнее смотрится, но и пряжи кушает больше. Поэтому, если вы захотите сделать пышные столбики, то запасайтесь пряжей. Идем далее. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Все. А дальше у нас идет повторение. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 3 столбика пропустили. 1, 2, 3. В 4 нырнули и делаем пышный столбик. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4. В моем случае пусть будет накид 5. Провязали до 2 петелек. Затем 2 петельки зафиксировали. 4 воздушные петельки. 3 столбика пропускаем. 1, 2, 3. В 4 столбик без накида. Поняли, да? Вот такой вот у нас весь будет ряд. То есть мы делаем вот такие вот как бы горошинки. Угу. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Будем смотреть дальше, что будем вязать. Так, вот наши горошинки, так скажем, назовем их, готовы. Закончили мы ряд точно так же, как и начали, 3 столбиками без накида. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И вот эти вот наши 2 столбика оставшиеся, которые без накида, мы их провязываем столбиками с накидом. 2 петельки, накид и еще один такой же столбик с накидом. То есть получается вот наши кромочные 3 столбика. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся на верхушку нашего пышного столбика. Беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь опускаемся к нашему столбику без накида и провязываем столбик с накидом. Есть. То есть мы, получается, с вами как бы выравниваем, да, наш ряд. То есть здесь он, получается, у нас получился волнистый. Угу. А здесь мы его выравниваем. Опять 3 воздушные петельки. И присоединяемся к верхушке нашего пышного столбика и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И присоединяемся к столбику без накида, провязываем столбик с накидом. Понятно? Вот, видите? И вот так вот у вас получается ровненько. Давайте до конца ряда самостоятельно, несложно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд, выровняли, да, его. Далее что мы делаем? 1 воздушная петелька, поворот. И сюда же провязываем столбик без накида. Есть. Еще 2 столбика, получается, наши кромочные. Тоже провязываем столбиками без накида. А далее, смотрите, у нас идут арочки, да? 3 воздушные петельки, столбик без накида, 3 воздушные петельки. Мы их провязываем все столбиками без накида. 3 воздушные петельки, значит, будет у нас 3 столбика без накида. Ничего сложного. 3. Дальше у нас идет столбик без накида. Мы ныряем в него, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки мы провязываем тоже как 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Понятно? То есть вот как бы такая каемочка формируется. Далее что мы делаем? Столбик с накидом. Мы тоже провязываем его столбиком без накида. И далее то же самое повторение. Опять арочка 3 столбика, столбик, столбик, арочка 3 столбика, все столбики без накида. Дальше столбик с накидом тоже будет столбиком без накида. Понятно? То есть весь ряд столбиками без накида. Не ошибетесь. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот такая вот у нас получилась красота. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И в каждый столбик, который у нас был провязан столбиком без накида, мы в каждый столбик по очереди ныряем и провязываем столбики с накидом. Понятно? То есть ничего сложного. Вот есть столбик без накида, значит провязали его столбиком с накидом. Угу. Все. Не сложно? Не сложно. Весь ряд столбиками с накидом. Давайте. В конце ряда я вас встречаю. Так. Самый несложный ряд, да, готов. Далее что мы делаем с вами? Мы с вами повторяем самый первый ряд, который у нас был с шишечками. То есть петелька воздушная, поворот. И первые, получается, 3 столбика мы провязываем с вами столбиками без накида. А теперь вспоминайте. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик ныряем. И провязываем наш пышный столбик, смотря сколько у кого накидов. 3, 4 и сколько петелек. Провязали до 2 петелек. 2 петельки вместе провязали.
4 воздушные петельки, опять пропустили 3 столбика и в 4 провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть вот мы начинаем еще раз, да, получается второй вертикальный раппорт нашего узорчика. Все, узорчик несложный. Вот представьте, получается вот наш самый первый ряд столбики с накидом. Вот вы столбики с накидом уже провязали. Далее у вас идут шишечки, так, то есть волнистый будет ряд. Далее вы его выравниваете, получается, воздушными петельками. И закрепляете столбиками без накида. Все. Потом опять столбики, шишечки, воздушные петельки и выравниваете. Понятно? Все. Давайте мы увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Нежно, аккуратно, ровненько. Вот так вот тянется за счет воздушных петелек. И вот так получается по вертикали тянется. Смотрите, узорчик вы можете сделать как вертикальным, да, просчитать. Вы можете сделать его горизонтальным. Уже зная принцип узорчика, вы можете сохранить друг над дружкой пышные столбики, а можете следующий ряд сделать в шахматном порядке. То есть здесь пышный, здесь обычный. Поняли? Пышный, обычный. Здесь опять точно так же будет. Здесь точно так же поменяйте пышный, обычный, ну, если захотите. Вот. Вот такая вот нежная красота в копилочку ваших узорчиков. Палантин, кофточка, кардиганчик, особенно летние варианты. Здорово будет. Можете одним цветом, можете каждый вертикальный раппорт другими цветами. То есть пробуйте, вы большие дизайнеры, обязательно получится. А кто, если вязал данным узорчиком, да, расскажите, что вязали, что у вас получилось. Опять же, какой пряжей, возможно, вы его вязали. Давайте замерим. Если я, получается, набирала 37 воздушных петелек, если это же пряжа, этот же крючок, да, это же плотность вязания, ну вот, допустим, да, сколько это будет? Это будет, ну, практически 18 сантиметров. Так, а здесь, получается, 4 вертикальных раппорта по 4 ряда. Получается 4, 8, 12, 16 и вот этот последний 17. Это у нас 13, ну, с хвостиком сантиметров. Вот такая вот красота. Красота, красота. Так что, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, впереди много новинок. Не забудьте нажать на колокольчик. Так вы узнаете, когда новинки появляются на канале. Делитесь с друзьями, с подружками. А также нажимайте на плюсик внизу под видео. Так вы сохраните свои плейлисты и можете посмотреть видео в любое удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.